Гремит и гремит войны барабан. Истоки современного милитаризма. В какое время и в каком регионе земного шара зародился современный милитаризм? Войны и армии существуют на протяжении тысячелетий, но идеология и экономика современного милитаризма, заставлявшего, по выражению поэта Владимира Маяковского, все громче греметь войны барабан, явление относительно новое. Современный милитаризм – это идеология, зародившаяся в эпоху Возрождения и раннего нового времени, в XV-XVI веках, когда средневековых рыцарей и относительно немногочисленные ополчения, состоявшие из лучников, копейщиков, мечников, постепенно сменяли регулярные постоянные армии, вооруженные огнестрельным оружием. Историк Майкл Робертс назвал этот период военной революцией. Процесс милитаризации ускорился в эпоху просвещенного абсолютизма в XVII-XVIII веках. Окончательно приобрел свои современные черты в XIX – начале XX века, приведя человечество к Первой мировой войне. Милитаризация была важнейшим компонентом рождающейся капиталистической экономики, новейших форм империализма, колониализма, а позже и системы национальных государств. Истоки современного милитаризма следует искать в европейских монархиях и империях, во влиятельных и богатых городах-государствах на территории современной Италии, в Испанском королевстве, в Голландской республике, в монархических Франции, Швеции и Пруссии, на территории Священной Римской империи. С Петром I милитаризация европейского типа укореняется и в пределах созданной им Российской империи. С завоеванием императоров и императриц династии Романовых этот процесс распространяется на значительную часть Восточной Европы, на территории современной Украины, Беларуси, Балтийских стран, Финляндии, а также на регионы Южного Кавказа и Центральной Азии. Милитаризм приобретал свои основные черты в ходе многочисленных войн. 30-летняя война, первый общеевропейский конфликт, занимает в череде этих кровопролитий особенное место. У истоков современного милитаризма стояло множество деятелей той эпохи. В числе наиболее заметных персонажей был шведский король Густав II Адольф, покоритель Германии, и один из создателей новой тактики и стратегии ведения войн. Ему принадлежит высказывание о 30-летней войне, что все войны Европы теперь слились в одну. Эту тенденцию Майкл Робертс обозначил как колоссальный рост масштабов войны в Европе. Каким образом милитаризация повлияла на изменения в общественных и государственных структурах? Во-первых, отныне войны требовали вовлечения гораздо большего числа людей, создания многочисленных и постоянных армий. В период с 1530 по 1710 год наблюдалось десятикратное увеличение численности вооруженных сил, финансируемых крупнейшими европейскими государствами. Во-вторых, снабжение больших постоянных армий потребовало создания новой военной промышленности, многократного увеличения объемов производства оружия и военной амуниции. В-третьих, резко усиливался контроль за населением. Вопросы демографии и статистического учета стали ключевыми вопросами государственного строительства. В-четвертых, войны требовали все больше денег. Перенесемся в Пруссию XVIII века, где на протяжении 27 лет правил представитель династии Гогенцоллернов Фридрих Вильгельм I. Его прозвали «король-солдат». На свое десятилетие будущий правитель Пруссии получил в подарок от отца охотничий замок Вустерхаузен, где он развивал свои навыки правителя. Благодаря частному случаю Вустерхаузена, наполовину крестьянской усадьбы, наполовину воинской части, к кронпринцу приходило глубокое понимание причин неразрывной связи между армией и финансами, экономического взаимодействия между государством и армией, отмечает историк Вольфганг Феннер. Очевидно, что не вопросы образования или здравоохранения, но вопросы финансирования армий и войн были важнейшими для многих европейских государств и монархий. Голландцы первыми усовершенствовали методы военного финансирования, позволявшие содержать огромную армию практически бесконечно. Одновременно с этим милитаристские идеологии и методы стали выходить далеко за границы плаца и военной казармы. Того же Фридриха Вильгельма I считают ответственным за то, что прусская муштра стала известной во всем мире. Под его началом все государство должно было двигаться вперед как батальон, ровными шеренгами, плечом к плечу. Майкл Робертс отмечает, что было заманчиво думать, что дисциплина, которая так хорошо себя зарекомендовала на поле боя, может дать столь же удовлетворительные результаты, если применить ее к гражданскому обществу. В правлении сына Фридриха Вильгельма, Фридриха II Великого, правившего прусским королевством свыше 40 лет, ключевой фигурой эпохи просвещенного абсолютизма, прусский милитаризм стал примером глубокого проникновения этого явления в саму ткань общества и государства. Историк Фридрих Мейнеке
так описывает это явление. На плацу человека дрессировали, то есть согласно рациональной схеме превращали в существо, способное слепо отдать свою жизнь за поставленную кем-то другим цель. Человек становился маленьким винтиком, шестеренкой большой машины. Это механическое чудо становилось самоцелью. Все в стране должны были склоняться перед ним. Новый этап в процессе милитаризации во многом связан с Великой Французской революцией и последовавшими за ней десятилетиями революционных, а затем и наполеоновских войн. Систематическая конскрипция во Франции берет свое начало в 1798 году. После поражения во франко-прусской войне французские политические и буржуазные элиты стремились к реваншу. Национализм помог заразить этой идеей множество граждан. К концу XIX века, после многих лет реформ, все физически здоровые французы стали проходить службу под национальными знаменами. Вернемся в Пруссию. Железный канцлер Отто фон Бисмарк, ключевая фигура в истории создания Второго рейха и объединенного немецкого национального государства, решил эти задачи, по словам историка Ульриха Херберта, мечом. В этом новом государстве высокий статус императора, принимавшего решения о войне и мире, подчеркивал и высокий статус военных. Индустриализация принесла необычайное усиление военной мощи. Самой большой статьей бюджета были расходы на армию. И так было не только в Германской империи. Схожие процессы в большей или меньшей степени шли во всех европейских империях и государствах, еще не подозревавших, что они готовятся к катастрофической Первой мировой войне. В этой войне под ружье поставят миллионы людей. В подавляющем большинстве это будут крестьяне и рабочие. На протяжении 4 лет они будут убивать друг друга на полях сражений по всей Европе, пока финансисты и индустриальные магнаты будут зарабатывать деньги на этой бойне. Опыт этой катастрофической войны не станет уроком, не остановит другие большие войны. Через 20 лет после ее окончания миллионы людей вновь наденут военные мундиры, возьмут в руки оружие и встанут в строй, чтобы участвовать во Второй мировой войне. Даже родившиеся после 1945 года, когда грохот орудий смолк на границах Европы, не знали ни одного мирного года, когда война не велась бы где-нибудь в мире, и прожили целые жизни в страшном ожидании третьего ядерного всемирного конфликта, которого, как заверяли буквально все их правительства, удалось избежать лишь за счет бесконечной гонки вооружений по обеспечению взаимного уничтожения. Эрик Хобсбаум. Новая волна милитаризации априори не способна принести мир или помочь избежать очередной катастрофы. Армии и военные индустрии предназначены для политико-экономического доминирования, а не для достижения мира. В любом государстве армия была и остается глубоко авторитарным институтом, готовящим граждан к участию в насильственных акциях и убийствах. Вся мировая система разделения мира как на империи, так и на национальные государства в значительной степени была порождена войной, массовым насилием, к которому регулярно прибегали политические и финансовые элиты, большие транснациональные корпорации, стремившиеся к захвату рынков и контролю над ресурсами. Эта система пронизана конфликтными противоречиями, тратит огромные ресурсы на содержание армий и производство вооружения, а не на развитие систем образования, здравоохранения и социального обеспечения или на решение экологических проблем. В основе своей она сама и является источником войн и массового организованного насилия. Она создавалась именно с этой целью и служит ей верой и правдой на протяжении последних веков. Активное сопротивление этой системе – наш единственный шанс заставить умолкнуть барабан войны.